Есть особый кайф в играх, где на тебя постоянно пытается кто-то напасть. Только успел укрепить стены, наладить добычу ресурсов или собрать армию, как на горизонте уже появляются враги. Такие игры заставляют постоянно думать о балансе твоих действий, и это уже вторая часть цикла, где тебе будет что защищать. Всем здрасте, с вами Настя, приятного просмотра. They are billions. Ты оказываешься в мире далекого будущего, который почти полностью уничтожила пандемия. Человечество оказалось на грани исчезновения, и теперь под твоим управлением находится одно из последних поселений выживших. Твоя задача не просто развивать колонию, а защищать ее среди бесконечных волн инфицированных. Ты возводишь дома, обеспечиваешь жителей пищей и энергией, добываешь ресурсы, расширяешь территорию поселения и постепенно превращаешь небольшой лагерь в настоящий укрепленный город. При этом постоянно приходится думать о защите, строить стены, башни и следить за подготовкой армии, потому что каждый инфицированный обладает собственным ИИ, реагирует на шум и способен спровоцировать цепную реакцию заражения внутри города. Даже один прорвавшийся враг может стать причиной стремительного распространения инфекций. Есть сюжетная кампания «Новая империя» с десятками миссий, развитием технологий и исследованием мира после апокалипсиса, а также режим выживания со случайно генерируемыми картами и событиями. Интересный факт. Для игры был создан специальный движок, который позволяет одновременно отображать до 20 тысяч инфицированных в реальном времени. Именно поэтому масштабные атаки Орд стали одной из главных особенностей игры. Уже на ранних этапах сообщество создало сотни пользовательских сценариев общей продолжительностью десятки часов. Kingdom Two Crowns. Тебе предстоит стать монархом, который должен основать собственное королевство и защитить его от орд жадности. Путешествуя верхом по двухмерному миру, ты собираешь монеты, нанимаешь работников и воинов, исследуешь новые земли и постепенно превращаешь небольшое поселение в целую крепость. Ты укрепляешь стены, возводишь башни, развиваешь фермы и заботишься о том, чтобы в королевство приходили новые жители. По мере прохождения открываются новые технологии и возможности, а за пределами безопасных земель ты найдешь большой мир с сокровищами, древними руинами и мистическими артефактами. Исследования здесь играют не меньшую роль, чем оборона, ведь найденные знания и реликвии помогают тебе в развитии. А когда наступает ночь, приходится собирать армию, расставлять осадные орудия и отражать атаки врагов, которые стремятся завладеть твоей короной. Играть можно как в одиночку, так и вместе с другом в кооперативном режиме. Тем более с основной игрой доступно несколько бесплатных дополнений. Интересный факт. Изначально Kingdom Two Crowns вообще не планировалась как отдельная игра. Ее создавали как крупное дополнение для Kingdom New Lands, но объем новых механик оказался настолько большим, что проект превратился в полноценную новую часть серии. Лайфхак. Если оставить по одному дереву рядом с лагерем бродяг, лагерь продолжит существовать бесконечно и станет источником новых жителей. Necrosmith. Ты играешь за некроманта, который обосновался в своей башне и создает собственную армию нежити. Правда, местные мертвецы не отличаются особым интеллектом, поэтому приходится лично заниматься их сборкой и искать самые удачные комбинации для будущих воинов. Создаешь Франкенштейна, так сказать. Можно собирать бойцов из скелетов, зомби, орков, гарпий, элементалей и даже роботов, комбинируя их особенности, характеристики и способы атаки. Постепенно ты подбираешь сочетания, которые лучше справляются с врагами и помогают продвигаться дальше по сюжету. Помимо создания армии нужно развивать свою башню. Для этого строятся некролаборатории по выращиванию новых фрагментов. Также различные техномагические устройства, усиливающие твоих созданий. По мере исследования мира ты отправляешь орды нежити через множество биомов, пытаясь найти ключи к спасению из этого странного места и разобраться в происходящем. Многие улучшения открывают не просто бонусы, а целые новые ветки существ и рецептов, что делает каждый новый заход сильнее предыдущего. Интересный факт. Разработчики перерабатывали ИИ существ после релиза. Многие ранние стратегии ломали баланс, поэтому некоторые популярные эксплойты позже были исправлены патчами. Кот — некроманский помощник, не просто декоративный питомец. В ранних версиях именно он позволял исследовать карту без активации большинства угроз и стал основой целого набора нестандартных стратегий. Dota 2. Легендарная игра, в которой ты выбираешь одного из более чем сотни героев и отправляешься на поле боя, чтобы защитить свою базу и завоевать чужую. Здесь нет единственного правильного пути к победе, потому что герои, способности и предметы можно сочетать огромным количеством способов. Даже спустя сотни или тысячи часов игра может чем-то удивить. Один и тот же герой может выполнять разные роли в зависимости от ситуации, а подходящие предметы помогают подстроиться под ход матча. Благодаря этому каждая сессия ощущается уникальной и заранее предугадать развитие событий практически невозможно.
Поэтому так популярен среди игроков турнир по ней. Если ты только начинаешь знакомство с Dota 2, можно освоить основы в матчах против ботов, попробовать разных героев и разобраться в их возможностях. После этого система подбора найдет игроков подходящего уровня. При этом все герои доступны бесплатно, поэтому ничто не мешает экспериментировать и искать собственный стиль игры. А регулярные обновления постоянно меняют игровой процесс, добавляя новые возможности и поддерживая интерес игроков. Интересный факт. Многие идеи героев, предметов и режимов пришли напрямую из сообщества оригинальной Warcraft 3 модификации, даже после перехода на собственный движок. Еще именно Dota 2 стала площадкой для одного из самых известных экспериментов в истории ИИ. В 2019 году OpenAI 5 победила OG со счетом 2-0, действующих на тот момент чемпионов мира в киберспорте. Eversiege Untold Ages. Тебе предстоит защищать бастион от наступающих орд зла, где шаг за шагом ты восстанавливаешь разрушенные руины, возвращаешь утраченные силы и готовишься перейти от удержания рубежей к полноценному наступлению на врага. Во время каждой попытки ты путешествуешь по процедурно генерируемому королевству, выполняешь задания, собираешь новые силы и решаешь, какие сооружения восстанавливать в первую очередь. Одновременно приходится отправляться в рейды на лагеря существ, исследовать подземелья в поисках артефактов и привлекать союзников, чтобы постепенно наращивать свое могущество. Можно выбирать разные типы оружия, сочетать их с эссенциями стихий и подбирать подходящие отряды под выбранную стратегию. По мере прохождения открываются новые комбинации, предметы и варианты прокачки. А после победы приключение не заканчивается. За счет путешествий во времени, каждая новая временная линия привносит изменения на карте, новые испытания, врагов и боссов. Играть можно как в одиночку, так и в кооперативе до 3 игроков. И интересный факт. Tyndall's Interactive описывали игру как любовное письмо к кастомным картам Warcraft 3. Авторы сознательно смешали моба, Tower Defense, RTS, роглайт и кооператив на 3 игроков в одном проекте, вдохновляясь золотой эпохой пользовательских модов Blizzard. Также игроки просили отдельную раскладку для фанатов Dota и LoL, индикатор дальности атаки и более понятное обучение. Часть этих идей команда сразу отправила в работу. Вот такая подборка игр про защиту базы у меня получилась. Если ты знаешь хорошие проекты по теме, обязательно поделись с нами. Захотелось поиграть? Значит, моя миссия выполнена. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки, пишите комментарии, а главное, берегите себя и берегите свое здоровье. С вами была Настена, всем пока-пока.